Так, всех приветствую на канале. У нас в работе вот такая вот панелька от Land Rover Sport. Заявленная неисправность, не показывают приборы. Ну и периодически там какие-то глюки у машины возникают. Панелька уже паянная. Видим микросхему. Процессор, который обычно является поломкой. Тут уже паянная, но видимо где-то что-то какой-то не контакт, либо плохо пропаяно. Также нужно пропаять вот этот процессор. Он у нас отвечает за всю индикацию дисплеев. И вижу, что его не паяли. То есть, возможно, просто причина вот в этом процессоре, а паяли только этот процессор. Но, тем не менее, болячка присутствует и на нем, и на нем. То есть, вот эта панель, если глючит конкретно что-то, здесь уже больше относится к дисплею. Вот, конкретно к этому маленькому. По второму дисплею можно судить, что уходит на основной процессор. Вот, но в любом случае драйвер дисплея, скорее всего, находится здесь. Так, давайте покажу поближе состояние. Наверное, вот так вот видно будет. И частично панель будет видно, что мы делаем. Увеличиваемся, смотрим, что тут делали. Ну, во-первых, первый косяк, который тут есть, панель не отмытая вообще. То есть вся она во флёсе. И особо толком-то не разглядеть, что тут происходит. Насколько тут все хорошо сделано или плохо. Так, вот один конденсатор висит немножко на боку. Ну и тут вроде бы все визуально на своих местах. Первое, что буду делать, отмывать от жуткого флюса. Надеюсь, он тут не сильно китайский. И калоши справится. Если нет, то будем очистителем более агрессивным работать. Попробуем сначала бензин со спиртом. Так, вроде бы справляется. Почистим спиртом с бензином и еще раз посмотрим визуально, какие тут проблемы имеются по дорожкам. И потом перейдем непосредственно к пропайке драйвера дисплея. Так, смотрим. Сильно не помогает отмывка. Флюс там прям уже прикипел. Как такового криминала не вижу по поводу процессора. Переходим к агрессивной химии, потому что это не берет. Сразу намажем вот этот процессор, чтобы лак очистить. Он сейчас в реакцию вступит и будет прям красиво. Так, пока отмываем здесь. Так, достаточно. Чуть-чуть сейчас подождем и смоем уже спиртом и бензином. По идее, должно отмыть хорошо.
Так, теперь выдуваем. Ну и посмотрим, насколько справляется эта химоза. Ну, вот так вот. В целом там виден еще лак. Вот, по дорожкам теперь можем посмотреть более детально, есть ли какие-то косяки. То есть можно в целом каждую дорожку вот так вот проверять. Вот здесь вот есть какая-то проблема. То есть и таким образом вы можете найти виновника, если толкнуть и немножко шевелится. Вот это вот все лак неочищенный. Лак не доочистили и лаком скорее всего и подрывает. Если греют обычно феном здесь бесполезно. Вот тут и, наверное, это и была критическая ошибка. То, что феном, когда греют, лак снизу подрывает процессор, кверху поднимает, и еще хуже получается, контакта нету. То есть визуально как бы все нормально, но контакта нету. Поэтому пропаиваем просто все с помощью паяльника. Так, нормального флюса, во-первых, и паяльника. Поехали. Так, ну и вот сюда сразу чуть-чуть положу остаток, потому что этот процессор тоже надо пропаивать. По факту это драйвер дисплея. То есть из-за него могут быть и проблемы по самим дисплеям. Так, ну и припой сразу берем, разбавляем этот припой нормальным припоем. В моем случае припой санки. Сначала добавляю большую капельку и уже по всем ногам процессора прохожусь. Излишки потом уберем с помощью оплетки.
Так, и вот тут мне не нравятся эти резистор и конденсатор как стоят. Поправляем, а то уже кто-нибудь после нас когда-нибудь залезет, скажет, накосячили, а мы и не косячили. Тут тоже так было. Поправляем панель, резистор и кондер. Пропаиваем его и его. Так, и вот здесь еще раз пропаяю. Видно, чуть-чуть не хватает припоя с этой стороны. Так, еще пропаяю вот это. Может лаком просто подрывать. Так как тут феном грели, от фена могли рядом стоящие элементы под лаком просто поотрывать, и не будет контакта. То есть в таком случае паять эту панель надо паяльником. Если бы лака не было, то да, можно было бы и феном погреть. Но вообще феном процессоры греть нежелательно. Тем более проблемные. Так, вот тут подкипает, чернеет, это лак не флюс. Сейчас все вымоем, покажу. Так, переходим к драйверу.
Так, все. Теперь вымываем. Вымывать будем опять уже агрессивный, потому что там лак есть. Так, смотрите, вот кондер. Я его по сути не трогал, а он отвалился у нас вместе с лаком. Одну минуточку. Так, дальше с помощью салфеток моем, ну, туалетной бумаги, влажные бумажные полотенца, кому как удобней. Я беру обычно просто хорошую туалетную бумагу, чтобы она сразу вот так вот не рассыпалась при чистке. Так, обязательно проверяем на короткое замыкание, мало ли где-то повисла какая-то сопля. Тут шаг на процессоре большой, тут проблем нету. Поехали к основному процессору. Так, ну вот здесь проверяем, могут быть слипшиеся дорожки. В любом случае нужно под микроскопом убедиться, чтобы таких не было.
Так, все хорошо. Можем подключать, проверять. Спиртиком протрем все. Микросхема с пробегом тоже паялась. Так, давайте еще по разъемчику пробежимся немножко. На всякий случай. Так, здесь перемычка, это я замкнул, чтобы не подключать. Да, есть, кстати, проблема на разъеме. Есть, хорошо, что посмотрели. Вот этот крайний разъем, не знаю, куда он уходит. Контакт разъема пропаиваем весь. Так, два последних пока не трогаю, они мне нужны будут. Я их еще потом буду пропаивать, соответственно, отмывать пока тоже не буду. Теперь включаем. Так, подаем питание. Шестнадцатый и 15 у нас плюс. Минус у нас 14. Подсветка 5. Если кому-то нужно переделать подсветку, то на 5 плюс подаем. Так, пробуем включить. Все, пошли сообщения. Это хорошо. Дисплей показывает, пробег показывает. Вот это хороший знак, что у нас пошли все сообщения. И высветилась надпись такая. Подсветка еще вижу зеленая стоит, страшненькая. Сейчас вам покажу. Неисправность, все готово. 5 у нас контакт. 1, 2, 3. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Подсветка зеленая ведь. Когда пошли сообщения по всей системе, это говорит о том, что процессор видится. Неисправность тормозов, проверка того, проверка этого. Если просто светится неисправность двигателя без бегущих вот этих сообщений, то тогда есть какая-то у вас еще проблема. Так, ну и в принципе все. Отмываем разъем, убираем перемычку. Это я замыкал 15-6, чтобы не припаивать, не подключать два провода. Так-то вижу, вот диод еще паянный. Тут я уже не знаю, для чего паяли.
может, поломанный был. Панель не я разбирал, мне уже в разобранном состоянии принесли, поэтому полностью в собранном состоянии я вам не покажу. Максимум, что протру саму панель. Не люблю, когда на ней всякие отпечатки остаются, там с остатками флюса и так далее. Так, дисплей стирать не буду. Дисплей уже будут протирать после сборки. Так, все, в целом на этом ремонт завершен. Если кому-то нужно помочь с такой панелью, либо любой другой, пишите, обращайтесь. Все контакты и ссылочки на мой сервис можете найти по описанию под роликом. Всем удачи в работе, всем пока, увидимся в новых роликах.